И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 12 марта и традиционная для этого времени сводка с фронтов украинской войны. Итак, что у нас происходит? Традиционно идем сразу с юга, Николаевская область. Что у нас под Николаевым? Помните, вчера вечером я сказал о том, что попытка была Николаевского гарнизона как-то контратаковать по направлению на северо-запад, но окончилась она абсолютным пшиком. То есть мои предположения о том, что Николаевский гарнизон уже ни на что серьезно не способен, этой атакой подтвердились. То есть был большой обстрел Николаева. Слава богу, обошлось то ли без жертв, то ли всего один человек погиб. Тем не менее, вот вчерашняя попытка Николаевского гарнизона контратаковать показала, насколько он уже стал на сегодня беззубым. По Кривому Рогу пока новостей нет. По Мариуполю тоже, там идут очень тяжелые бои по зачистке города. А вот по поводу фронта между Запорожьем и Донецком наметились серьезные изменения. Причем ожидаемые изменения. То есть российская армия монотонно проламывает, даже не проламывает, просто идет вперед, и никто особо ей не мешает. И она сейчас уже подходит к Угледару. Возможно, на момент записи этого видео Угледар уже перешел под контроль российских вооруженных сил, и российская армия движется дальше по направлению Курахова, которое, очевидно, будет уже ее следующей важной целью, потому что, зайдя в Курахово, таким образом российские войска выходят в тыл Марьинки, которая является очень важным опорным пунктом на окраинах Донецка. А еще чем интересен этот район? Тем, что здесь на протяжении нескольких десятков километров нет места, где бы, например, ВСУ могли бы хорошо окопаться. Вот Гуляйполе — это последний пункт, дальше за ним идет Покровская, вот здесь тоже можно создать более-менее сносный узел обороны, а далее до трассы Донецк-Днепропетровск никаких мест, где можно создать серьезный узел обороны, нет. А если к тому же еще падет Гуляйполе, а я думаю, что оно падет в ближайшие несколько дней, то российские войска обеспечат таким образом себе и фланги. Также к этому моменту, я думаю, будет попытка зачистить Орехов от остатков украинского гарнизона. И таким образом наступающая на север российская группировка полностью обеспечит себе левый фланг. И даже удержание Покровска не поможет вооруженным силам Украины предотвратить перерезание стратегически важной трассы между Днепропетровском и Донецком. То есть прорыв, который вчера я уже оценил как оперативно-тактический, сегодня уже можно говорить о том, что он становится просто оперативным и скоро может стать стратегическим. То есть российские войска заходят в тыл украинскому Донецкому фронту, по крайней мере тем войскам, которые стоят сегодня под Донецком. А резервов, судя по тому, что боев пока особых там не наблюдается, у ВСУ здесь нет. А если они даже есть, то зацепиться за какие-то серьезные населенные пункты они не могут. А в открытом поле, как мы знаем, они тоже против российской авиации воевать не могут. Итак, здесь все понятно, что же у нас происходит под Изюмом. На самом деле очень интересное событие, кстати, почерпнул много из сводки ВСУ, Генштаба ВСУ. Очень похоже, судя по сводке Генштаба ВСУ, что украинские войска, перегруппировав какие-то силы из района Славянска и Краматорска, попытались контратаковать на Изюм. То есть в сводках Генштаба ВСУ так и значилось, что контратака шла на южную часть города Изюма. То есть контратака предполагает, что в этой части города уже есть российские войска. То есть, если я правильно понимаю, то ВСУ попытались деблокировать заблокированные украинские части в каких-то из южных кварталов Изюма, но судя по тому, что я не вижу победных реляций, им это не удалось. Но подчеркиваю, я пока не могу стопроцентно утверждать, что это именно так. Дальше, я надеюсь, в вечерней сводке мы проясним ситуацию. Также очень интересное событие сейчас происходит вокруг Киева. Причем в первую очередь западнее Киева, где также по сводкам Генштаба ВСУ российские войска взяли населенный пункт Гореничи. А еще, судя по тем данным, которые передают мне местные жители, очень похоже, что именно сегодня российские войска пошли на штурм Бышева. Именно пошла пехота, потому что украинская артиллерия, по их данным, работает где-то в районе северных, северо-восточных пригородов Бышева. То есть это уже, подчеркиваю, работает украинская артиллерия, то есть предполагается, что там находятся российские части. То есть прямо сейчас там идут очень интенсивные бои, они начались уже утром, и пока результата точного сказать не могу. Вот то, что мне передали, то я вам здесь и озвучил. И также Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает о том, что российская армия начинает атаку Барышевки. То есть вчера российская авиация обрабатывала этот район, а сегодня Генштаб ВСУ говорит о том, что российские войска предпринимают или собираются сегодня предпринимать штурм Барышевки. То есть вышли на ближние поступы к этому населенному пункту. И еще отдельно хочу подчеркнуть Чернигов. Здесь тоже Генштаб ВСУ сказал о том, что российские войска берут гораздо более плотное кольцо, черниговскую группировку, сжимают ее в тисках. А это для осажденной в городе группировки очень нехороший признак. Значит, скоро может быть штурм и зачистка города. Тем более, что в значительной степени артиллерийскую группировку в Чернигове российские войска уже подавили.
Вот это то, что я могу сказать на сейчас, примерно 12:00 по Москве, как выглядит ситуация на фронтах войны в Украине. Естественно, более полную сводку я постараюсь дать уже вечером по итогу сегодняшнего дня. На этом пока все. Ждите следующего выпуска.